Счастливо оставаться. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Счастливо оставаться» 2020 года «Адью ле Комс». Французская комедийная драма режиссера Альбера Дюпантеля, дважды лауреата премии «Сезар» за фильмы «До свидания там наверху» 2017 года и «9 месяцев строгого режима» 2013 года. Главные роли исполнили сам режиссер Альбер Дюпантель и актриса Виржиния Фира. Известный актер Альбер Дюпантель начинал как стендап-комик, а с середины 90-х снимает кино. Фильм «Счастливо оставаться» его седьмая режиссерская работа. Скажи, что мне делать? Я хоть и взрослая, а дура. Помоги. Я взрослая, а делаю только глупости. Что с вами? Жизнеутверждающая и трогательная французская трагикомедия, повествующая о трех неудачниках: умирающей женщине-парикмахере, IT-специалисте, женатому на ноутбуке, и слепцу, перебирающему карточки в темноте архива, которые, объединившись, понимают, что не надо бояться жить, совершать безумные поступки и помогать друг другу. Фильм «Счастливо оставаться» 2020 года получил 12 номинаций на национальную премию «Сезар» 2021 года и номинацию на премию «Гойя» за лучший европейский фильм в 2022 году. Тоже месье Кюша слышит из-за перегородки голос. Голос Дюпи-Дюпи, молодого. Но ружье фаллический был подавлен, извращенной мужской силы, которая осталась только эякулировать свой страшный гнев. Фильм «Счастливо оставаться», актеры и роли. Виржиния Фира, Сью Страпе, неизлечимо больная 43-летняя парикмахер. Альбер Дюпантель, Жан-Батист Кюшас, одаренный программист. Николя Марье, Серж Блин, слепой архивариус. Жаки Беруае, доктор Лин, принимавший роды у 15-летней Сьюз. Филипп Юшан, месье Курцман, начальник Жан-Батиста. Бастьен Угетта, Адриан, сын Сьюз. Марило Осию, Клара, коллега Адриана, в которую он тайно влюблен. Катрин Давинье, Рос Линд, жена доктора Линта. Були Ланнерс, врач Сьюз, сообщивший ей смертельный диагноз. Простите. Так вы действительно больная. И поэтому ищете мальчика. Что говорят врачи? Я парикмахерша. Вдыхала много спрея. Умираю от избытка перманента. Фильм «Счастливо оставаться» 2020 года посвящен Терри Джонсу, члену комедийной группы Монти Пайтон, который играл в предыдущих фильмах Альбера Дюпантеля «Безумный творец» 1999 года и «Взаперти» 2006 года, и умер в январе 2020 года. Еще один участник Монти Пайтон, Терри Гиллиам, исполнил в фильме небольшое камео. Знаменитого режиссера довольно легко заметить, ведь он сыграл охотника в рекламе ружей, которую герой Дюпантеля смотрит по телевизору. «Адью ле Ком» 2020 года содержит множество отсылок к культовой антиутопии Терри Гиллиама «Бразилия». Альбер Дюпантель не только написал сценарий к фильму «Счастливо оставаться», но и выступил в качестве режиссера, а также исполнил главную мужскую роль. Официальное англоязычное название картины «Bye Bye Morons», то есть «До свидания, идиоты». Возрастное ограничение фильма «Счастливо оставаться» 2020 года 18+. Наш доктор Лин был женат дважды, развелся один раз. То он ловил лошадь, что странно для гинеколога. Почему это странно? Это профессия. Можете породить от женщин. У похоронных агентов есть дети. И потом, если человек женился дважды, это еще не значит, что он ловелас. Как сказать? Традиционно драма у Дюпантеля смешивается с абсурдизмом, фарсом, черным юмором и гротеском. Чего только стоит сцена попытки самоубийства Жан-Батиста, упустившего в молодости свою любовь и доведенного начальством до состояния полнейшей безысходности. Совершенно очаровательные эксцентричные выходки слепого мистера Блинка, блестящая роль Николя Марье, присоединившегося к поискам Сьюзи и Жан-Батиста. Формируется классическое трио героев, оказавшихся за бортом жизни. Дюпантель поднимает настоящее восстание двух обывателей на экране и выдает главным персонажам право на новую идентичность, когда создает «Счастливо оставаться» парафраз на историю о современных Бонни и Клайде. Для персонажа Виржинии Фиры важно вернуться в свое прошлое и спустя 28 лет найти своего ребенка, что-то узнать о нем и душевно успокоиться. Для кажущегося самому себе скучным Жана Батиста важно пережить настоящее приключение. Для потерявшего зрение Сержа все происходящее становится способом вновь почувствовать себя мужчиной, полным сил и желаний.
Непонятно. Не знаю, сколько вам лет, но вам не дашь. Счастливо оставаться. Сюжет фильма. Сейчас Сьюзи Траппи, Вирджинии Фира, 43 года, и до того, как Сьюзи узнала о своей неизлечимой болезни, она работала парикмахером. Услышав страшный диагноз своего врача, Булли Ланнерс, женщина решает не скорбеть, а напротив, отправиться на поиски своего ребенка, которого пришлось бросить много лет назад. Ведь она родила его в 15 лет, и родители буквально заставили отдать мальчика на усыновление. Но теперь Сьюзи во что бы то ни стало хочет исправить ошибку юности и сказать своему сыну Андриану, Бастиену Гетто, самые важные слова. Однако шансов найти ребенка у нее почти нет, ведь она совершенно ничего о нем не знает. Жан-Батист Кюшас, Альбер Дюпантель, одаренный программист, которому очень не повезло с местом работы. Уже давно он ждет повышения, но ему отказывают, и поэтому Жан-Батист решает покончить с собой прямо на рабочем месте. По нелепой случайности горе-программист промахивается, и теперь все считают, что он террорист, открывший стрельбу по коллегам. Так что его единственная надежда оправдаться – это Сьюзи, которая по чистой случайности видела, как все было на самом деле. Этой парочке вряд ли грозит соскучиться, ведь по пятам за ними следует полиция. А тут к Сьюзи и Жан-Батисту еще и присоединяется слепой сотрудник архива Серж Блин, Николя Марье, с очень необычным взглядом на мир. Держитесь крепче, лучше не вставать на пути этой отчаянной троицы, ведь они, похоже, не остановятся ни перед чем. Прощайте, придурки. Счастливо оставаться. Счастливо оставаться кино захватывающее и динамичное. Герои Альбера Дюпантеля и Вирджинии Фира находятся в постоянном движении напряжения. Их преследует полиция, редкие зацепки при поисках сына Сьюзи постоянно обрываются, но они и не думают сдаваться. Альбер Дюпантель не боится проявления сентиментальности, которую использует как оружие. За каждым его нелепым героем очкарик, женатый на ноутбуке, слепец, перебирающий карточки в архиве, женщина, нанюхавшая лака для волос, теперь выкашливающая свои легкие, скрывается уже не фарсовая, а самая настоящая человеческая трагедия. И если поначалу тебе казалось, что ты смотришь легкую французскую комедию, то некоторое время спустя вдруг понимаешь, что перед тобой современные Бонни и Клайд. Найти ребенка прошлого 30 лет назад не так-то просто. И вы не оцифрованы. Вы понимаете, что вы даже не оцифрованы. Ну уж простите. Превосходно играет искрометное трио Вирджинии Фира, Альбера Дюпантеля и Николя Марье в фильме «Счастливо оставаться», сочетающим фарс, драматичную антиутопию и сентиментальную мелодраму с остроумными диалогами и динамичным сюжетом. «Счастливо оставаться» – картина для зрителей, которые разделяют убеждение, что кинематограф – это в том числе искусство сказки. Они, двух трогательных героев Вирджинии Фира и Альбера Дюпантеля, точно не будут судить по законам реального мира. Кино есть кино, там и не такое случается. Персонажи в «Счастливо оставаться» находятся на разных полюсах. Вдобавок ко всему, устами клерка с кафкианской раздражительностью режиссер Дюпантель подчеркивает одну важную деталь для характера Сьюзи. Вы даже не оцифрованы? О, Жак. Жак, это я? Да, Жак, это ты. Мы с вами на «ты». Значит, знакомы? Не то слово. Заходи. Это ваш дом? Нет, Жак, это наш дом. «Счастливо оставаться» 2020 года. Безусловно, один из лучших, пронзительно ранящих душу фильмов последних лет, заставляющий задуматься о важных вопросах, которые мы в ежедневной суете постоянно откладываем на потом, иногда на 28 лет, как героини Вирджинии Фира. Картина «Счастливо оставаться» Альбера Дюпантеля пробирается в самые глубины души и после просмотра оставляет чувство глубокого удовлетворения от того, что удалось посмотреть настолько приятное и позитивное кино, заставляющее ценить нашу жизнь гораздо сильнее, чем раньше. И пока идут финальные титры фильма, ты не хочешь верить в прощание с героем, повторяя снова и снова «Счастливо оставаться». Можно я с вами?